Привет, друзья! Решил вас порадовать и дать вот такую простую, красивую задачу. Даны три квадратика. Площади крайних квадратиков равны 5 и 3. Нужно найти первым действием площадь желтого квадрата, а вторым действием квадрат расстояния между вершинками А и Б красного и желтого квадратов. Ну что ж, попробуйте решить обе этих задачи, а мы начинаем. Итак, я сегодня, наверное, буду решать какими-то простыми способами, потому что я иногда играю в поддавки со зрителем, даю не самые простые, самые короткие способы. Многие зрители этого не понимают, а я хочу, чтобы зритель порадовался. Особенно, когда начинается комментарий: «Зачем так сложно?» Ну, просто это мне мед на сердце. Хотя бывают ошибочные решения. Итак, первый шаг. Видим два прямоугольных треугольника. Они равны? Равны. А с какой стати? Что у них равно? У них равны гипотенузы, как стороны квадратика желтого. Верно? Верно. Я напомню, что первым действием нужно найти площадь S3 этого желтого квадрата, а вторым действием АБ в квадрате, если кто-то забыл. Ну все, S3, вот даже стрелку проведу, скажу, от S3, площадь желтого ищем. А что еще у квадратиков хорошего? Оказывается, вот этот угол 1 с вот этим углом 2 в сумме дают 90 градусов. Почему это? Да потому что если от развернутого угла, который 180 градусов, отбросить вот угол желтого квадрата, который 90, останется на сумму углов 1 и 2 90 градусов, верно? Ну, верно. Но угол 1 с вот этим углом 3 тоже дает 90 градусов, поскольку это острые углы прямоугольного треугольника. Что отсюда следует? Что угол 2 равен углу 3. Действительно, ну тогда вот это угол 1, так и обозначим тем же числом. Ну и что? Отсюда следует треугольник 1 равен треугольнику 2. И теперь можно попробовать найти сторону желтого квадрата как гипотенузу прямоугольного треугольника. Давайте обозначим стороны квадратов А и Б. Тогда понятно, что это будет А, это будет у нас А, вот это будет Б, это Б, все. Итак, получается, что обозначу сторону желтого квадрата еще и С. Смотрите, тогда вот из этого треугольника у нас следует, что S3, площадь желтого квадрата, это С в квадрате, а С в квадрате по теореме Пифагора А в квадрате плюс Б в квадрате, а в квадрате что такое? Площадь красного, то есть S1. А что такое b в квадрате? Это площадь зеленого. S2. Вот получается 5 плюс 3 – 8. Эту задачу должны были решить все. Итак, пункт 1 решен. А теперь пункт 2. Давайте все сотру, чтобы не мешать делу. Вот так. Все здесь уберу. И мы решаем пункт 2. Интересно, вы следите за тем, как я стираю? Наверное, следите. Теперь внимание, нужно найти длину отрезка АБ и еще в квадрате. Наверное, чтобы от корня избавиться. Если кто-то постоянно смотрит наш канал, то несколько дней назад мы решали похожую задачу, и там я применил теорему косинусов. Не буду умничать. Решу попроще, но с дополнительным построением. Я вот так продолжу сторону квадратика и проведу здесь параллельную ко второй его стороне красного квадратика. То есть, что я сделал? Продолжил сторону красного и провел параллельную ко второй стороне. Я получил вот здесь прямой уголок. Как угодно, там накреслежащие углы равны, соответственно, там все углы, соответственно, параллельными сторонами, прямые. Все, прямой угол. Дам буквы С и Д. И скажу, что треугольник CBD, мне кажется, равен каждому из наших белых. Только почему? Во-первых, у них равны гипотенузы. С и С, верно? А что еще у них равно? Вот оказывается, вот этот угол, который был 3 у нас, равен вот этому углу, который я назову 4. О, пусть это будет 3 и 4. Здесь все придется доказать, хотя это почти
очевидно, угол 3 плюс альфа сколько вместе дают? Угол 3 плюс альфа 90 градусов. Ну, верно. А угол 4 плюс альфа? Они дают сторону, угол желтого квадрата, он же тоже прямой. Значит, угол 4 плюс альфа дают 90. Какой вывод? Что угол 3 равен углу 4. Вообще говоря, они равны как острые углы, соответственно, перпендикулярными сторонами. Есть такая теоремка, но мы уже объяснили, что эти углы равны, а значит, треугольник наш CBD будет равен треугольнику 1. Помните, мы называли треугольник 1, треугольник 2, эти белые треугольники. Ну, тогда, если они равны, а у нас стороны были этих квадратов А и Б, вот Б я там не стер, то получается, что вот это CD будет равно А С тоже равно а БД равно Б. Тогда из треугольника АДБ по теореме Пифагора мы и получим АБ в квадрате. АБ в квадрате будет равно АД в квадрате плюс БД в квадрате. Это будет 2А в квадрате плюс Б в квадрате. Это будет равно 4 А в квадрате плюс Б в квадрате. А что такое А в квадрате? Это первая площадь, а Б в квадрате это вторая площадь. Вот получили даже симпатичную зависимость. Итак, 4 умноженное на 5 плюс 3, это дает 23. Все. А Б в квадрате, вот здесь напишем, равно 23. Ответ на вопрос задачи. Ответ. Первое S3 равно 8. И второе АБ в квадрате равно 23. Задача решена. Присылайте свои решения. Я не всегда успеваю их анализировать и отвечать вам. Вы извините. Это требует иногда очень большого времени, чтобы разобраться с большим, сложным решением и найти какую-то в нем, может быть, ошибку. Иногда авторы просят сами, найдите, где у меня ошибка. Это мне нужно потратить 15, 20, 30 минут, чтобы найти ошибку. Это для меня большая роскошь. Но, тем не менее, я всем благодарен. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.